чего начинается город? С буквы Г. Что, не так опять? Для разных людей город начинается по-разному. Для одних он начинается с главной улицы, для других с центральной площади, для третьих он начинается с аэропорта. Ну, а для многих людей, приезжающих из города другого, области, к себе домой или в гости, город начинается с железнодорожного вокзала. Это место эмоций абсолютно разных. Это место расставаний и встреч, это место ожидания, место последних поцелуев и место даже первых поцелуев порой. В общем, место, где порой вершатся, скажем, судьбы людей. С такого места мы сегодня и начнем нашу очередную прогулку с Московского вокзала. Многие знают, что это один из вокзалов-близнецов, из двух вокзалов-близнецов. Точно такой же вокзал по архитектурному строению находится в Москве и называется Ленинградским. Да, Лен, представляешь, в такую ситуацию приезжает человек в полном неадеквате, в умат пьяный, из одной столицы в другую и не может понять, на самом деле, в каком городе же он оказался. Вот как отличить? Я не представляю. Но отличительные черты, конечно же, есть. И самое главное, это бюст внутри вокзала. А у нас в питерском, московском вокзале стоит бюст Петру Первому, а в московском, ленинградском вокзале стоит бюст Ленину. Первое, что видит человек, приезжающий на московский вокзал города Санкт-Петербурга, это обелиск. Обелиск городу-герою Ленинграду. Да. Статус города-героя Ленинград получил за героизм и мужество, проявленные в годы блокады своими жителями в борьбе против захватчиков, против фашистов. Ну, а этот обелиск был найден, скажем, под Выборгом в карьере, где его обтачивали. Что там с ним еще делали? В общем, обтесывали. Кромсали. Да, нашли такой огромный монолит весом сколько там было? 2200 тонн. Да, и вот его обкромсали на месте, привезли сюда, на площадь Восстания, где завершили окончательные работы. Возможно, поэтому называется еще стамеской в народе. Ну, не только потому, что он похож на этот инструмент. Ну, в итоге, в общем, вес получился вместе с основанием 750 тонн. Высота 306 метров. Но самое главное, таится не на глазах. Держится обелиск на более чем 50, да? Да, 50. Сваях. Железобетонных сваях, да. А за моей спиной мы видим гостиницу «Октябрьская». Да, мы не будем рассказывать вам всю историю этой гостиницы. Она, в принципе, как и у всех гостиниц, одинаковая. Мы расскажем пару интересных фактов. В 20-х годах прошлого века здесь располагалось городское общежитие пролетариата. И сюда свозили всех бездомных. В народе его назвали просто ГОП. Ну, а малолетних бездомных, которые здесь шлялись, называли гопниками. Да. И еще один момент. В этой гостинице нет двух абсолютно одинаковых номеров. Каждый номер особенно уникален по своей планировке и деталями, скажем, интерьера. Вот. Ну а так, в принципе, гостиница как гостиница. Она предлагает весь спектр услуг, как и обычная любая другая гостиница. Это не то, что ты подумал. Ты отвратительный человек. Что ты хотел еще сказать? Не знаю. Не пей пиво. Про шайбу будем говорить? Про шайбу? Шайба! Шайба. Ну да, называлась метро Шайба. И называется. Площадь Восстания, на которой мы сейчас находимся, раньше называлась Знаменская. Это после уже февральской революции, когда здесь проходили масштабные события и манифестации. Площадь получила нынешнее название Площадь Восстания. Здесь находится вестибюль наружный метро, как раз Площадь Восстания. Он такой кругленький, ну и в народе называется просто Шайбой. А раньше здесь была Знаменская церковь. Еще в планах градостроителей построить под Площадью Восстания огромный город. Большую автостоянку и 4-уровневый торговый комплекс, галереи которого будут служить такими подземными переходами. Так что, гимназия, школа? Да, мы сейчас отправляемся гулять по улице Восстания. И первым зданием, которое попадается на нашем пути и привлекает к себе внимание, это гимназия номер 209. В 1851 году в эти
просторные помещения вошли первые ученицы Института благородных девиц. Благородных девиц. Какое-то словосочетание, несочетаемых девиц. Это все твоя извращенная фантазия и ум просто, Сережа. На самом деле, девиц благородных учили очень многим замечательным вещам. Кройке и шитью, вязанию, войлоковалянию. Вышиванию и, между прочим, готовке. Да. Не то, что сейчас вот ты. Есть, кстати, интересный борщ тоже приготовишь. такой небольшой факт. Это был Павловский институт благородных девиц. И выпускниц его называли Павлушами. Вот так. Знаешь что, после Октябрьской революции этот институт закрыли, а вместе с ним и завершился выпуск света этих самых Павлушек. Шло время, и в этом месте побывали Сиротский институт, школа, детский дом, химический техникум, военный госпиталь и даже институт живого слова, где читали свои лекции Гумилев, Луначарский, Маяковский. И, вероятнее всего, заглядывала Анна Ахматова. Вероятнее. Ну да, так, по крайней мере, написано на сайте самой гимназии. Интересно. Вероятно, заглядывала, а памятник Ахматовой стоит. Ну, вероятно, вероятности невероятно вероятны. В общем, как-то так, это пришло в голову, что ж поделать. В общем, в 90-х годах школа получила статус гимназии, и теперь здесь учатся не только девочки, но и мальчики. Да ладно. Так что, ну, скажем так, я даже завидую ученикам, которые здесь учатся просто в этом огромнейшем здании, потому что они могут прикоснуться к той атмосфере этой царской эпохи. И вот даже сейчас я нахожусь здесь и как-то чувствую дыхание того времени. Хорошо, что ты еще голоса Павлушек не слышишь, а то это был бы хоррор. Да, ну, а мы направляемся до пересечения улиц Восстания и Жуковского. Ну что, мы пришли на перекресток Восстания и Жуковского. Куда пойдем, направо или налево? Налево, конечно. Куда же еще? Тоже сомневалась. На улице Жуковского практически каждый дом был доходным. Но это не то, что ты опять подумал. Публичные дома так и были всегда публичными, а доходные дома приносили доходы иначе. Там сдавались квартиры. Это, кстати, был самый выгодный бизнес в дореволюционной России. Да, я в школе когда-то тоже мечтал, что у меня будет много-много квартир, я их просто буду сдавать и вообще не знать каких-то финансовых бед. Вот бы мне хотя бы один такой домишко. Улица Жуковского раньше называлась Малоитальянская, но в далеком 1902 году она была переименована в связи с 50-летием со дня смерти великого поэта Василия Жуковского, который написал известную элегию «Море». Элегию мы с вами читать, точнее, мы вам читать не будем, потому что Сережа опять ничего не выучил. Но зато расскажем про одно очень интересное место с таким же названием на этой улице. Мы продаем вещи и делаем мир лучше. Таков слоган этого магазинчика. Но в чем же фишка, Лена? А что, уже я, да? На самом деле это место, где сконцентрировано огромное количество уникальнейших вещей. Вы можете приносить свои вещи, оставлять их здесь, называть цену, которую вы хотите за них получить. Ну и, в принципе, вам сообщат, когда их продадут, то отдадут вашу денежку. А также здесь можно послушать хорошую музыку, поесть печенье. Не жри. Здесь прекрасные продавцы, которые угостят горячим чаем в холодную погоду. В Финляндии полным-полно таких магазинчиков. А у нас в России это первый, конечно, уже не единственный, но все-таки первый магазин, который называется «Море». Слушай, очень красивая штука, кстати. Безумно красивая. Называется «Золото». Здесь все красивое, и девочки красивые, и чай атмосфера красивая, да. И печенье посиделки красивые. Помимо магазинов одежды, на улице Жуковского куча различных магазинов, продуктовых, баров, ресторанов, турагентств, аптек, салонов красоты. Также здесь есть и музей шоколада, но самое интересное место, которое привлекло наше внимание, это лавка и кафе студии Артемия Лебедева. Там очень
лояльные цены, опять-таки. Но, например, цезарь с креветками стоит 270 рублей. Поэтому присоединяйтесь к нам, а мы будем снова и снова радовать вас новыми прогулками по самому прекрасному городу. Увидимся на улицах города. Пока-пока. Дождик, я иду по лужам.